Вообще огромный шок у меня вызывают цены и качество продуктов местных. То есть мы сейчас пошли в магазин, купили продуктов на 23 евро вместе со всеми налогами. 27 долларов примерно, или 1600 русских рублей. Мы купили палку колбасы, сосисок, купили макарон, купили овощи, помидоры, огурцы, купили фрукты. Купили вот такую вот большую пачку сыра сливочного. Купили воду такую питьевую, купили воду в питишке. То есть вот, чек. Все это мы купили за 23 евро. То есть цены, может быть, даже сопоставимы с российскими. Может быть, чуть-чуть ниже. Ну, плюс-минус, я думаю, одинаково. Но какое же все вкусное. Колбаса вкусная, сосиски вкусные. За этот сыр просто душу продать можно. Я не понимаю, в чем сложность. Почему? Почему за одни и те же деньги здесь вкусно, там невкусно? Гулять пойдем? Очень надо. Тебе, не мне. Пойдем погуляем. Зай. Дин. Пойдем погуляем. Алло. Пойдем. Пойдем. Как я уже рассказывал, здесь такая вкусная еда, что нам срочно нужно начинать больше двигаться. Поэтому сейчас мы пойдем пешком на рынок, где хотим купить овощей и фруктов. Нам идти куда-то вот туда, к старому городу. Здесь в районе 2 километров. Чтобы все знали, Илья трус. Я не трус. Слышишь? Да. Сейчас я дам вам послушать. Очень странно, что на этом камне нет какого-то памятника. Ну да, русалки. Очень странно. Вверх, кстати, не так страшно. Вверх всегда проще подниматься. Зона поцелуев. Интересно, вот так вот ходить по камушкам полезно для голеностопа, Босиком. а в обуви? Мы пробежали уже 5 50 метров. До 50, метров 10. Что я нелегко, устал. на самом деле. Да, но Наверное, вообще надо нелегко. там даже, Где? По песку? по песочку. Что не сделаешь ради контента? Ты только ее не проглоти. А если проглотишь, не выключай. Контент. Так, смотрите, вот это вот отель Дукле, а вот это наш дом. А на Новый год мы, видимо, будем наряжать пальму. Потому что елок вообще нет. Я Кевин, я негодую. Посмотрите, какие крутые штуки. Вообще, что это такое? То есть они сначала вот такие желтенькие, а потом как гранат такие взрываются. Прикольные. Вы только представьте, что здесь лето. Человек. Тьма. Вот такая вот марина здесь. Смотрите, какие крутые пауэрботы. Здесь сейчас все чистят, все моют, все вычищают к туристическому сезону. Красавчики.
Так, как вы поняли, мы добрались до старого города. Сюда примерно все-таки 2,5 километра оказалось. Да, здесь написано. Павлина. Непонятно вообще. Прикольно. Вообще Будде, на самом деле, 2500 лет. Вы даже не представляете, какое количество здесь было захватчиков. Это интересно. В Италии говорят, ну, можно пить воду везде, откуда вот она вот так течет, даже из фонтанов любых. Потому что она у них там мега чистая и все тому подобное. Здесь, интересно, тоже можно это делать. Вкусно? Вкусно? Угу. Зачем ты врешь? Вода невкусная. Да, она безвкусная совершенно, как и вся вода здесь. Венеция. Венеция, правда, вот так еще уже. Но все равно. Да, это тоже не самая узкая здесь дорожка еще. Но все-таки Ира оказалась не так сильна, да и я тоже. Она заказывает себе пиццу с клубникой, а я пепперони. Ничего себе. В общем, вот так вот мы решили похудеть, больше двигаться. Надо где-то присесть. Я просто не знаю, как передать ее еще раз размер. Это iPhone 8. Это моя рука. Я не знаю, с чем ее еще сравнить. Вкусно? Угу. Чувствуется влияние Италии, да? Угу. Давай, покажи свое истинное лицо. Ну, давай. А вот это лавочка в виде панели солнечной. По идее, я кладу сюда телефон, и он должен начать заряжаться. Написано же, что беспроводная. Ну, то есть это... все, вон пошла зарядка. Технологии. Вот это тачка. Это типа парковка для собак. Но так делать нельзя. Нельзя оставлять своих собак вот так привязано. Здесь почта и магазин. У нас на канале есть социальный эксперимент о том, что происходит, если вы вот так оставляете своих собак. Увести можно любую собаку. Мы сами лично принимали участие в этом эксперименте. И 9 из 9 собак, в том числе и Дин, ушли с совершенно чужими людьми. Поэтому никогда так не делайте. Что-то из отеля. Ну, в общем, рынок немножко разочаровал, потому что это такое же, как у нас в России, когда приходишь, ни у кого не висит ценников, все цены приходится спрашивать. Выбор у всех одинаковое, все, мандарины, помидоры, огурцы, лимоны, апельсины. Мы заказали уже 10 килограмм мандаринов с плантации, поэтому мандарины смысла нет покупать, а все остальное хрен знает. Еще говорят, что с ними нужно торговаться, а мы этого вообще не умеем делать, поэтому вот такое. В общем, рыночек немножко разочаровал. Я думал, что будет все немножко более цивильно, что мы тут все-таки купим что-то. Но с другой стороны, зато я пойду домой с пустым рюкзаком. Самое главное, елку мы не нашли. Где брать елку? Вот это вот на самом деле проблема, потому что нам надо снимать видео вот на этой неделе. И хотелось бы, чтобы там была елка, потому что тематика видео, как обычно, весь декабрь у нас рождественская, новогодняя. А без елки не знаем даже, как создать эту атмосферу. Нужно поискать в интернете, может быть, где-то купить искусственную. В общем, будем думать. Ничего из намеченного не сделали. Впрочем, как и всегда. Да, впрочем, как и всегда. Зато очень вкусно пообедали пиццей. Обед, кстати, получается, вышел у нас всего лишь 300 рублей. Это сколько там? Это 4 евро или 5 долларов. Да. В общем, очень недорого. То есть, получается, мы взяли по куску пиццы. Они огромные, просто нереально. И наелись вообще вот так вот. Друзья, вы хотите, чтобы я искупался в море? Давайте голосуйте сейчас по всплывашке. Хотите или не хотите. И если
Да, то я сделаю это. Я сделаю это. Слушай, мы кое-что забыли. Мы же должны бежать здесь. Побежали. Еще не хватит? Не-не-не, надо еще пару кадров. Все нормально. Устали. А, точно. Дай хоть воду попробую, а то, может, это в финальный монтаж не стоит вставлять про заплыв. Градусов 12-13. Вон уже наш домик виднеется. Проигрывать всегда больно. Свято верить, что твое дело правое, и все равно проиграть. Как мы будем подниматься сюда? Привет. Привет. Как скучал? Не очень. Не очень. Спал? Да. Отберу кота. Отберу кота. Неси кота. В общем, мы спросили у местных, где есть магазинчик, где мы можем купить елку. Искусственную хотя бы. Потому что еще 2 ролика как минимум будут новогодних, рождественских. Может быть больше, не знаю. И елка по-любому нужна. Без елки нет атмосферы праздника. И вот сейчас идем искать. Пойдем пешком. Погода отличная. Нива. Вот из русских машин нам только Нивы попадались, да? Это сербские номера. Да, номера сербские, но тем не менее. Made in Russia. Смотрите, какая классная вещь тут есть. Зиплайн, видимо, канатная дорога. Надо будет сходить посмотреть. А это уже такой не туристический район. Посмотрите, какие растут многоэтажки. Итак, мы дошли до хозяйственного супермаркета Оков. Ну что, нам повезет сегодня? Конечно. А вот это что? 14,50. Может, вот такой возьмем? Ну, по цвету подходит. Да. Смотрите, какие штучки мы увидели. Такие искусственно состаренные. Вазы. И сразу придумали ролик. Вот такая елочка облезшая. Стоит 49 евро. Это 3500 рублей. Безумно дорого, конечно, за такое АГ. И я прям даже не знаю, что делать. Ладно, мы решили подумать еще, может, поискать еще, если что, завтра вернемся с утра. Город украшен елками, то есть, значит, у них есть такая традиция елки ставить. Еще какой-то магазинчик нашли. Это 100 стоит. Но за 100 елку покупать это вообще безумие. Вот это куцей. Куцей, да. Она большая. Высокая, да? Да, ну то есть это вот ее... А вот это? Что вот это вот такое? А это которая светящаяся, да? 55. Посмотри, за 50 какая красивая. Такую домой страшно. Ну да. В общем, в этом магазине елки уже гораздо лучше. Уже есть даже из чего выбрать, и цены пониже. Одна за 50 евро прям вообще очень приличная. Такая белая, снежная, ну вы видели. Ну, в общем, покупка елки оказалась более сложным квестом, чем я думал. У кого-то во дворе. Да, у кого-то во дворе. Лебеди, кролики, павлины. А есть кафе, он черный вид. А, да, кафе.
В общем, завтра к 9 утра, 9:30 мы поедем сюда куда-то в город за мандаринами. Нам с плантации привезут 10 килограмм мандарин. И купим какую-то из этих елок. Но у нас есть время подумать. Даже не знаю. Жаба душит, честно говоря, за такое говно отдавать такие деньги. Обратный путь мы решили совершить вдоль пляжа, чтобы дышать не выхлопными газами, а приятным морским воздухом. И сразу это навеяло нам идею, что, возможно, елки есть в гипермаркете. Здесь есть большой гипермаркет, примерно в 10 километрах от Будвы по пути в Тиват. Нам дали его название и дали адрес. Мы, наверное, сейчас погуляем с Дином и поедем туда. Как раз заодно закупимся продуктов, снимем вам обзор цен. И, возможно, найдем ее, ту самую, единственную неповторимую елку. Круто. Пошли. Ох! Вы только нас это не вплетайте в свои разборки, ага? Что там? Нифига, скажи, разборки какие. Это разборка питерская. Небольшой город, получается, пешком можно ходить больше. То есть в Ростове ты никуда пешком не пойдешь. Ага. Так, ну все, едем искать елку в магазин. До него ехать 22 километра. И ехать в противоположную сторону, не в ту, откуда мы приехали, не в сторону Подгорицы, а в сторону Тивата. Сейчас посмотрим, что там за красоты будут. Надеюсь, успеем. Да. Потому что уже темнеет. 15:52. Поверните направо. Как громко. Еще частичка России. Автозаправочная станция Лукойл. Уи! Все, приехали. На самом деле очень быстро, минут 20, наверное. Ну, он 27 писал, где-то так, наверное. Вот такой вот магазин, ХДЛ называется. Здесь, кстати, есть тот же самый оков, в который мы ходили в Будве. Так, вот и нашли мы елочки. Ну, это очень большая. Да, то же самое, вот это куцешь вот этот. Да, по идее, вот это вот нам подходит по размеру, но она куцая совсем. Ну, это то же самое. А вон елка. Еще елка калечная тоже. 65. Магазин очень приличный, большой. Наверное, размером с перекрестки, да, большие. Кока-кола. Здесь и зеро, и обычная. Евро 40 за 1,5 литра. Яйца куриные, 10 штук. Евро 30. Это молоко. В чем разница? Здесь есть молоко за 0,79 евро и за 0,85. За 0,79 оно без крышечки. И за 0,85 с крышечкой. Да, вот еще другая фирма. Молоко за 0,69. С крышечкой, да. Я не знаю, что значит кулин, но вот мы брали кулин колбасу. Очень вкусная была. По 6 евро, 5 евро. Это за палочку, не за килограмм. Овощи, фрукты. Вообще на местные сказали, что овощи, фрукты можно смело покупать в супермаркетах, не обязательно на рынках. Они здесь дешевле и выбор получше. Так, смотрите, бананы по 1,09, апельсины по 1,49, груши 2,39 и гранаты по 1,59. Киви по 0,89. Это вообще незаконно. Почему?
Ну, как это у нас стоит? Сколько киви? Дорого, да? Рублей 200 килограмм, наверное. Да? 0,89 за килограмм. Грейпфруты 0,99. А это желтые грейпфруты за 1,09 и ананасы по 1,69. Что, ананасы дешевые? Давай ананас возьмем. Чеснок 3,59. Помидоры по 1,79. Кстати, такие вкусные помидоры, да, вот эти последние были? Лук 0,59. Картошка 0,65. Обычная капуста 0,35. Ну, на мандарины такая стандартная цена примерная 1,09. Посмотрите, разные еще яблоки. Зеленые. В общем, вот эти все яблоки до евро за килограмм. А вот эти вот апельсины дешевле. Вообще по 0,79 за килограмм. Дошли до алкоголя. Но я уже попробовал вот это местное пиво. Не кличка, вот по 0,69. Очень хорошая. Стелла Артуа 1,09. Карлсберг 0,95. Бадвайзер 0,69. А вот уже местное пиво Лев 0,69. Тоже неплохое. Вообще я вам хочу сказать, что местное пиво вполне составляет конкуренцию глобальному. И я, допустим, предпочел бы местного пива выпить. Так, туалетная бумага Зева Делюкс. Здесь 10 штук. 2,89 со смываемой втулкой. Трехслойная. Берем. А это наша подруга Даша. Даже здесь, в Черногории. Так, смотрите, стиральные порошки. Ариэль 2 килограмма 4 евро. Персил 4 евро. Какие-то местные вещи тоже. Вот большие упаковки. Сколько здесь? 8 килограмм. Тайд 17 евро. Персил 14 евро, ну и так далее. А вот мы и нашли уголок для тех, кто скучает по России. Семечки от Мартина, очень неплохие семечки, кстати. Гречневая крупа, сгущенное молоко, шпроты санкционные, а? Что же вы творите? Брать придется. Так, макароны, Барилла. По скидке 0,99 центов. Так, сахар по 0,49. В принципе, весь сахар по 0,49. Так, вот это вот вроде бы обычная мука, которая не для блинов, ни для чего. 0,49, 0,49, 0,55, 0,45, 0,46. Смотрите, какое ведро нутеллы за 23 евро. 3 килограмма нутеллы. Шлопнуть можно. В общем, набрали мы вот такую вот полную корзинку. В России это было бы 1000 на 10 рублей, наверное. Ну, вот так вот мы набрали. Так, смотрите, наш чек. Вот такой длиннющий. Офигеть, это всего лишь вот это вот все на 4000 рублей. Слушайте, ну офигеть, мы тут купили, ничего себе, кучу всего, вообще кучу. Мы тут неделю будем, мне кажется, это все есть. Конечно. И плюс мы купили такие вещи, которые там, типа туалетная бумага. Слушайте, ну у меня все еще культурный шок. В общем, я делаю официальное заявление, что цены здесь ниже, чем в России. Процентов, наверное, на 15-20. Вы посмотрите, это не было видно в магазине. Мы еще купили вот килограмм с небольшим чевапчича, и вышло 4 евро. Ничего, скажи, мне не купили. Ничего не купили. Нифига, скажи, вы сколько всего накупили?
Вот это вот все мы купили сейчас в магазине за 68 евро. Это, наверное, что-то порядка $75 или 4500 рублей. Итак, давайте пойдем слева направо. Мы купили водичку, апельсины, примерно килограмм, огурчики, гранат, ананас, 2 пачки молока разные, чтобы попробовать, какая вкуснее, 4 вида сливочных сыров, одну большую упаковку уже проверенную и остальные маленькие. Помидоры. Помидоры, скажи, нормальные? Да. Ну, по виду вполне себе приличные. Палку колбасы сырокопченой. Тунец. Шпроты. Хлеб. Ну, такие булки. Мы могли другой хлеб купить, но для этого надо было разговаривать с людьми. Дальше мы купили 2 упаковки сосисок разных. Одни точно вкусные, вторые на попробовать. Большую упаковку чевапчичи. 1 килограмм чевапчичей. Каких-то вкусняшек сладких Ира захотела. Угу. Немножко алкоголя. То есть мы купили бутылку розового вина, 2 бутылки какого-то напитка черничного и 2 бутылки пива. Шоколадное молоко. 1,5 литра апельсинового сока. 2 упаковки макарон. Туалетная бумага. Салфетки. Ватные палочки. И зубная щетка. Еще раз посмотрите, вот это все обошлось в 4500 рублей. Идем выкидывать мусор. Мусор у нас выкидывается в гараже на -4 этаже. Ага. Мы едем за мандаринами. Здесь у нас забита стрела с мандариновыми дилерами. Kiwi, помаранчи, то вас не интересует. Апельсины. Не, мы пока это съездим. Смотрите, это мандариновые дилеры. Все забито мандаринами. Мы думали, что мы много берем, 10 килограмм. А там пришел человек и говорит, 20, мне 20. Подербанить. Фига себе мандаринчик. Сладкие какие. Приимчивые черногорцы. Знают же, что русские не могут Новый год без мандаринов праздновать. Что такое еще? Наверное, вот. Да? Да, вот это вот. 2 литра. Купили себе сушилку еще для белья. За 8,99 евро. Вообще недорого, удобная вертикальная сушилка. Самое главное, что ее не жалко оставить здесь. Да, да. Все дела сделали, елку купили, украшения купили. И нам надо провести еще где-то час, если мы не хотим это поднимать пешком. Да, потому что у нас не работает лифт, так как нет света в доме. Дин этот дождевик ненавидит, потому что каждый раз, когда он его одевает, на улице начинается дождь. Можно не одевать его, и все будет хорошо. Весь кайф от прогулки обломали, да? Вообще никакого удовольствия, скажи, дождь включили. Уважаемые подписчики, спасите меня, пожалуйста, на улице идет дождь. Что, Зай, наколдовал, да? Дождика нет?
Погулял. Да, малыш мой. Погулял. Да ты мой сладкий. Так там противно, да? Ой, вообще. Ой, мой зайка ведь. То здесь вот эта штучка, в нее вставляется вот эта палка, закручивается 3 болтика, в нее вставляется вот эта палка и делается. И сейчас свалю вот так. И вуаля. Рубрика тем временем Илья ест. Дин. Ну, я, как всегда, батрачу. Ничего, в общем, нового. А мы идем в магазин, потому что завтра, воскресенье, и магазины не работают, поэтому бегом. Иди. Вчера, кажется, ничего не снимал, потому что погода была точно такая же, как сейчас. Сидим дома, работаем, снимаем видео. Смотрите, какой шторм.